В этом видео поговорим о том, что гениальные американские изобретатели и промышленники додумались использовать радий как источник тепла в конце 19-го, начале 20 века. После открытия радия, на мой взгляд, повторного открытия, западное общество сошло с ума и начало добавлять радий практически во все. Радий стали добавлять в мыло, зубную пасту, средства для повышения потенции, шоколад, чай, кофе, продукты питания, сигареты, косметику, соли для ванн и так далее. Использовали радий и в обогревателях для ног, для подогревателей воды, еды, в печах и так далее. Вот газетные заметки тех лет. Источник энергии. Загадка радия остается неразгаданной, и никто до сих пор не смог установить, откуда он берет энергию, которую постоянно излучает в виде тепла, света и лучей такой поразительной проникающей способности. Когда король Эдуард и королева Александрия недавно посетили лондонскую больницу, на крошечный кусочек радия положили стопку из 6 пенни, и сквозь монеты был виден свет. Давайте рассмотрим несколько рекламных объявлений тех лет. Грелка для ног X-Radium. Необходимость каждого сельского почтальона. Эксплуатация бесплатна. Не требует угля, брикетов, древесного угля, бензина, нефтепродуктов и так далее. Нет опасности, запаха или дыма, но при этом легкая, удобная, безопасная и служит печью для отопления. Изготовлена из 2 частей. Первая – грелка, наполненная рентгеновским радием, удивительным, недавно открытым веществом, которое поглощает тепло подобно губке, впитывающей воду. Поместите эту грелку на любую плиту или над огнем на 20 минут, и она нагреется и будет оставаться горячей в течение нескольких часов. Вторая – подставка для ног, в которую вставляется грелка после нагревания. Тщательно отполирована, никелирована и покрыта плюшем. Не страдайте от холода в ногах и не рискуйте получить ожоги и пневмонию, но закажите радиевую грелку для ног и будьте готовы к суровой холодной погоде. Следующая реклама. Почему у вас мерзнут ноги? Для самых замерзших ног, больших или маленьких, в самую холодную погоду это восхитительное предложение. Грелка для ног X-Radium. Не требует топлива, эксплуатация бесплатна. Нагревается за 20 минут, сохраняет тепло в течение нескольких часов. Не имеет запаха и не дымит. Он легкий, долговечный, подходит для любого автомобиля. Именно то, что вам нужно. Почему бы не наслаждаться комфортом без дополнительных затрат? Кстати, примерно вот так рисуют стопы у человека в морге. Следующая реклама немного со стёбом. Здоровья вам! Чтобы сохранить здоровье, необходимо соблюдать законы природы. Они просты и легко соблюдаются. Но если их нарушить, природа сурово наказывает за каждое нарушение. Высыпайтесь, занимайтесь спортом и получайте удовольствие от здорового образа жизни. Избегайте переутомления и других излишеств. Ешьте свежие, натуральные продукты. Дышите свежим воздухом и пейте много свежей, бодрящей, натуральной радиоактивной воды из радиевого СПА. Добрались и до еды с радием. Вот, например, радиевый шоколад. Следующее объявление выглядит как откровенное издевательство. Радий возвращает здоровье тысячам людей. Никаких лекарств или препаратов. Просто легкая, маленькая, удобная и недорогая радиоактивная подушечка, которую носят на спине днем и на животе ночью. Продается на пробный период. Вы можете убедиться, что она вам помогает, прежде чем покупать. Более 150 тысяч продано по этой программе. Тысячи людей написали нам, что она помогла им избавиться от неврита, ревматизма, высокого кровяного давления, запоров, нервного истощения, астмы и других респираторных заболеваний, проблем с сердцем, печенью, почками и мочевым пузырем и так далее. Независимо от того, что вы пробовали раньше или что вас беспокоит, попробуйте радиоактивную солнечную подушечку Degnan на свой страх и риск. Судя по иллюстрации, предлагалось источник радиации закрепить женщине на поясе, как можно ближе к яичникам. Жуть просто. Идем дальше. Журнал «Женский мир» за март 1904 года. Нагреватель X-Radium. Чудо комфорта и экономичности, которое так необходимо каждому дому. На самом деле обогреватель X-Radium представляет собой аккуратную маленькую печь. Он обеспечивает тепло без расхода топлива. Он состоит из 2 частей. Во-первых, нагревательная пластина из штампованной стали, заполненная рентгеновским радием.
Во-вторых, чашеобразная подставка из штампованной стали с асбестовым матом на дне, в которую помещается пластина после нагревания. Обе части имеют тонкую отделку, отполированы и покрыты никелем. Эта подставка станет прекрасным дополнением к кухонному инвентарю. Нагрев с помощью рентгеновского обогревателя не требует дополнительных затрат. Просто поставьте подставку на плиту, угольную, дровяную, газовую, бензиновую или масляную, и через 20 минут она нагреется и будет поддерживать температуру в течение 2 часов. Сохраняет кофе горячим, сохраняет суп горячим, сохраняет овощи горячими, сохраняет выпечку горячей, сохраняет утюги горячими, делая глажку приятной работой, сохраняет что угодно горячим. Заменяет грелку, обеспечивая лучшие результаты, и является лучшей грелкой для ног на свете. Домохозяйке придет в голову множество других вариантов применения. Прослужат всю жизнь. Это предмет первой необходимости для каждого, и каждый может его иметь. Вот еще объявление. Приготовление пищи с использованием рентгеновского радия. Кастрюля объемом 2/4 галлона, цена $1. Форма для запекания объемом 2/4. Чайник объемом 4/4. Практика добавлять радий во все на прогрессивном Западе продолжалась вплоть до 1930-х годов. Иллюстрация показывает карикатуру, в центре которой группа из 6 мужчин, среди которых Джон Рокфеллер и Томас, греются у плиты с надписью «Standard Oil». На виньетке внизу слева изображены Эндрю Карнеги, сжигающий стальные облигации США, и Чарльз Шваб, пытающийся сжечь акции Steel Common. А справа Томас сидит перед камином, где кусок радия согревает комнату. Далее давайте рассмотрим весьма любопытные печи, которые не имеют дымоходов, или они скрыты от глаз. На одной из печей на дверце написано «радий». Теперь немного официальной информации и физики. Радий в форме хлорида радия был открыт Марией и Пьером Кюри в 1898 году. Они выделили соединение радия из уранинита и через 5 дней опубликовали результаты своего открытия во Французской академии наук. В 1911 году Мария Кюри и Андре Луи Дебьерн выделили радий в металлическом состоянии путем электролиза хлорида радия. Радий – химический элемент с символом Ra и атомным номером 88. Чистый радий серебристо-белого цвета, но на воздухе он легко вступает в реакцию с азотом, образуя черный поверхностный слой нитрида радия – Ra3N2. Все изотопы радия высокорадиоактивны, но наиболее стабильным является изотоп радий-226, период полураспада которого составляет 1600 лет. При распаде он превращается в газообразный радон, в частности в изотоп радон-222. При распаде радия образуется ионизирующее излучение, которое может возбуждать флуоресцентные вещества и вызывать радиолюминесценцию. Это излучение, обладающее достаточной энергией, чтобы отрывать электроны от атомов или молекул, тем самым ионизируя их. Ионизирующее излучение состоит из энергетических субатомных частиц ионов или атомов, движущихся с высокой скоростью, обычно превышающей 1% скорости света, и электромагнитных волн высокоэнергетической части электромагнитного спектра. Кроме радия, были на Западе и другие, не менее уникальные изобретения. Так, например, американский химик Томас Миджли, работая над проблемой детонации бензина, додумался добавлять в топливо токсичный и канцерогенный тетраэтилсвинец. Конечно, решить вопрос можно было и другим, менее опасным веществом. Просто тетраэтилсвинец был на несколько центов дешевле аналога. Томас Миджли не остановился на этилированном бензине. В конце 1920-х по заданию General Motors он разработал вещество для более эффективной работы холодильников. Ученый назвал его фреон. Это был первый из хлорфторуглеродов, которые вскоре стали использоваться везде, от аэрозолей и растворителей до морозильных камер. Они были дешевыми, эффективными и якобы не вступали в реакции с другими веществами. Позже выяснилось, что фреон разрушает озоновый слой. Историки писали, что он нанес атмосфере больше вреда, чем любой другой организм в истории Земли, а его чутье к нанесению вреда было практически зловещим. Американский химик Томас Миджли несет ответственность за миллионы смертей, рост уровня преступности, массовое снижение IQ и другие злодеяния. При этом его многократно награждали и чествовали как великого изобретателя.